Всем привет! Вы на канале Суперкит. Данный комп был куплен 10 лет назад. Было принято решение немного обновить его. Это комп моего друга, ребенок которого, вставив отвертку в картридер, сделал приблизительно такое. По нынешнему представлению, этот комп, конечно, не имеет ничего выдающегося. У него интегрированная видеокарта, которая не как сейчас встроена в проц, заменив который можно заменить и видюху, на хотя бы поновее, а интегрирована в системную плату и ее чипсет. Из начинки неплохо выделяется блок питания Chieftec с общей мощностью 500 Вт. На данный момент в компе одна планка АЗУ на 2 гигабайта, максимум 256 мегабайт которой отнимает себе интегрированная видеокарта. Материнская плата Asus форм-фактора microATX на чипсетах GeForce 7025 и ENFORCE 630A имеет ту самую встроенную видяху с максимальным разрешением 1920 на 1440, 2 SATA 2, 1 IDE, 2 разъема под AZU DDR2, по одному разъему PCI Express X16, X1 и обычного PCI, LAN 100 Мбит, 6-канальное аудио, 10 разъемов USB, 4 из которых сразу распаяны под вывод на заднюю панель и платформу для процессоров AM2 и AM2+. Также здесь есть винт HD 753LJ на 750 гиг, о его сложной жизни я расскажу чуть позже. На плате в цепи питания стоят твердотельные конденсаторы, возможно это главная причина того, что спустя 10 лет эта плата как новая в смысле работоспособности. Используемый проц двухъядерный Athlon 6000+, с реальной частотой по 3 ГГц на ядро. В то время такой проц и такая оперативка это было достаточно неплохо для комфортного пользования, я бы даже сказал с запасом. Дискретной видяхи здесь не было никогда, так как играть на компе не подразумевалось во что-то тяжелое, разве что карты раскинуть. И вот спустя 10 лет посмотрим, достаточно ли такой конфигурации, все для тех же целей – интернет, YouTube, видео. Однако для повышения комфорта в использовании улучшения все же будут, поскольку как ни крути, а нагрузка на комп за это время выросла. Касательно материнской платы, на ее официальном сайте достаточно противоречивая информация. На странице общего описания написано, что LAN здесь 1 гигабит, что 4 SATA разъема, что максимальный поддерживаемый объем АЗУ 4 гигабайта. На странице более подробного описания уже указано, что LAN 100 мегабит, что 2 SATA разъема, и именно это является правдой. А вот инфа с ограничением в 4 гигабайта АЗУ меня смутила, поскольку я решил раз уж увеличивать, то увеличивать, и заказал две планки в Китае, каждая из которых по 4 гигабайта, то есть общий объем 8 гигабайт. Я немного пригорюнился, а вдруг и правда, тогда нужно будет думать, куда деть вторую планку, но еще более главное, что получится вставить лишь 4 гигабайта, что хоть и не совсем плохо, но все же это не 8 гиг. Сейчас мне кажется, что во время выхода системной платы просто не было планок по 4 гигабайта, и поэтому производитель не мог протестировать и быть уверенным в работе более 4 гиг, поэтому и было официальное ограничение в 4 гигабайта. Такой блок питания для такой конфигурации имеет огромный запас по прочности. В самом блоке питания кондеры визуально также целые.
Также нужно хоть немного навести порядок, проложить провода, как того требует ситуация. Главный жгут уберу в отсек 5.25 для оптических приводов, поскольку привод здесь стоит один. Кстати, как оказалось, он абсолютно рабочий. В одну из ячеек 5.25 поставлю SSD диск. Так отходящие от него провода не будут маячить перед платой, да и к тому же крепление в комплекте к нему на 3,5 дюйма не полагалось. А на 5.25 оно уже есть. В общем-то, здесь по аналогии того, как я сделал и в своем системнике. При снятии радиатора с проца видно остатки термопасты. Уберу их максимально перед более тщательной отмывкой проца. Да, это туалетная бумага. Проц было решено пока оставить, так как бюджет ограничен, да и менять его, наверное, смысла особо и не будет, если он будет справляться с нагрузкой. Радиатор помыл, видно капельки воды остались на лопастях, сейчас положу его под обычный комнатный вентилятор и он быстро просохнет. У радиатора есть медная пятка, но это ему все равно не помогает отводить тепло от такой печки с ТДП 89 Вт. И в данном случае это слишком маленький кусок металла. Термопасту я буду использовать КПТ-8, другой сейчас нет, к сожалению, и похоже, что здесь такая же и была. По-хорошему нужно поставить нормальный радиатор, но опять упор в бюджет. Да и покупать сейчас радиатор, который стоит в 1,5-2 раза дороже проца, как-то рука не поднимается. Данный проц сейчас стоит около 300 гривен, это около 11-12 долларов. И его также можно найти в Китае. А радиатор, который мог бы помочь, стоит около 500-600 гривен, это около 20-24 долларов. Главный акцент в модернизации этого ПК будет на SSD и AZU. Термопасту наношу и ровненько размазываю тонким слоем по поверхности проца, чтобы покрыть как можно больше его площадь, и чтобы при этом не было пустот в пасте. Но немного, приблизительно около 1 мм, оставляю часть не намазанной по периметру, так как какой бы тонкий слой не был, все равно при прикосновении радиатора часть термопасты вытеснит из-под зажимаемых поверхностей, и чтобы паста не выползла дальше границ проца, я и оставляю этот зазор. После установки радиатора защелкиваю застежку крепления и устанавливаю вентилятор. Кстати, под вентилятор для охлаждения ЦП выведен 4-пиновый коннектор, чтобы BIOS мог управлять вращением и когда можно минимизировать шум. Однако данный вентилятор 3-пиновый, поэтому он будет работать на максимум, да и этот бедолага и на максимуме и так не особо справляется из-за радиатора, что тут еще замедлять. А вот корпусные 80 мм вентиляторы можно и приглушить.
Вентилятор, который установлен на выдув теплого воздуха из компьютера, установленного согласно обозначениям в виде стрелок, поставлю через резистор, попутно подвязав жгут кабелей под оптическим приводом, максимально оставив емкость пустой, куда впоследствии и будет установлен SSD накопитель. В системном блоке 3 вентилятора и еще один в блоке питания. Я бы не сказал, что они сильно гудели, но я все равно решил их смазать. Единственный не смазанный останется на проце, у него не предусмотрено это, а ломать и высверливать что-то не хочу. На примере одного из них я покажу, как это сделать. Под наклейкой резиновая заглушка, под которую я и капну несколько капелек машинного масла. А тот, который на боковой крышке, который работает на затягивание воздуха, на его разъеме Molex поменяю контакты так, чтобы вентилятор работал не от 12 вольт, а от 7 вольт, сэкономив таким образом на резисторе и на его пайке сюда. И естественно замотать это все синей изолентой. Ну вот, маломальски это все подсобрали, можно и включать. Комп завелся с первого раза, тут я точно ничего не монтировал. Видны устройства Win, DVD-привод, процессор со всеми своими кэшами. BIOS здесь не последней версии, но я не стал его менять, так как лучшее это враг хорошего. Сейчас все определяется и работает, не нужно искать себе проблем. Батарейка нуждается в замене, это видно каждый раз при включении по сброшенному времени. Новая оперативка здесь той же фирмы, как я покупал и для своего личного компа, только сюда купил DDR2. В общем-то это логично. Такая память будет работать только под AMD. Одна планка 4 гигабайта, то есть ожидается на этом компе 8 гиг азушки. И как я и отмечал, до момента установки я действительно не знал, заработают ли здесь 8 гигабайт, потому что на официальном сайте указано, что максимум 4 гигабайта можно установить. Память, которая здесь стояла, была одна планка на 2 гигабайта фирмы Hynix. Учитывая, что видеокарта здесь интегрированная и 256 метров заберет на себя, то оставалось всего 1,75 гига, что по нынешним меркам мизер. Ну а 8 гиг даже по нынешним раскладам достаточно неплохо, даже в сравнении с совсем современными конфигурациями, особенно учитывая стоимость DDR4, которую приходится покупать под современные платформы. Включаю комп, вроде включается.
Это уже радует. И да, видны все 8 гигабайт. Отлично. Так как в противном случае нужно было бы что-то думать по применению со второй планкой. По видеокарте можно выставить приоритет по выбору между дискретной и интегрированной. Жаль, что можно лишь 256 метров поставить для видео, но подчеркиваю еще раз, цели играть на этом компе нет. BIOS имеет приоритет загрузки, но выбрать порядок винчестера возможности нет. Можно лишь выбрать, с какого винта из имеющихся будет грузиться операционка. А потом уже этот винт выставлять в порядке между оптическим диском, винтом и еще флоппи дисководом. Меняю батарейку. Вот такая новая. Если не знаете, какая нужда по размеру, посмотрите маркировку на старой. Это и будет ориентиром. Теперь есть смысл выставить правильное время. Поудобнее подраскинул провода, вывел вниз Molex для удобного подключения и отключения вентилятора на боковой крышке. Сзади провел питание SATA и для SSD к его месту установки, и к винчестеру, который стоит в самом низу. Также провел и шлейф IDE от DVD привода, который теперь, заходя на сторону подключения, сразу же оказывается около разъема на материнке. Стяжками все подкрепил и затянул. Поскольку у человека уже сделан ремонт и вновь провода никто тянуть не будет, было решено купить USB Wi-Fi адаптер, либо сетевую, как хотите. Отдельный тест на скорость был в отдельном видео, чтобы не затягивать это, да и может кому-то нужно только оценить адаптер, чтобы не искать. Драйвера на чипсет еще не установлены. Интересно посмотреть, как будет работать SSD в таком случае. Напомню, что на плате есть SATA 2. Устанавливаю дрова. Перезагружаю и новый тест. Вот видно уже настоящий SATA 2. Главное для производительности третья строчка, чтение и запись мелких файлов. Давайте посмотрим, как быстро загрузится комп. Отмечу, что общепользовательскими программами Smart SSD читается не полностью. Для него существует программа от Goodram. Однако на этом компе и она не читает полностью его Smart, так как чипсет материнской платы определяет все жесткие диски здесь как SCSI устройство. Это не влияет на работу, но вот так вот получается. Гуглил данный прикол, это не только на этом компе, а много у кого, видимо, так работали раньше чипсеты. Полный тест на SATA 3 этого SSD можете посмотреть на моем канале в отдельном видео. Как я и обещал, расскажу немного про винт. Модель HD 753LJ на 750 гигабайт. Где-то года 4 назад в его работе и жизни что-то пошло не так, и он стал вешать систему, доходя до определенного значения емкости при чтении или записи. При этом начинал громко щелкать и не выходил из этого состояния до перезагрузки, вешая таким образом систему. Проблемной емкостью стала приблизительно третья часть винта. А учитывая, что винт состоит из 3 пластин, то, как я понял, что-то случилось с одной из них.
Либо же при некорректном отключении головки проехались по поверхностям дисков, и теперь этот промежуток поврежден для чтения или записи, и доходя до этого места, диск зависает в вечном поиске утраченных секторов. В общем, неважно почему, главное, что это не означает, что оставшейся частью невозможно пользоваться, и что это может привести к дальнейшей деградации поверхности. В таком состоянии диск может еще долгие годы работать, что он уже 4 года с успехом и делает. Короче говоря, я отщипнул около 35-40% диска, это с запасом, сделав эту область отдельным локальным диском, который даже не размечал. И если не пытаться тестировать всю поверхность, то можно и не знать, что диск проблемный. Проверку Smart в BIOS отключил. Тест скорости можете наблюдать. Для всяких кэшей, в том числе и для проигрывателя видео из инета, я сделал маленький RAM-дисочек, всего на 500 метров, скорость которого можете видеть. Давайте потестим немного AIDA. Конкретно на чтение из оперативной памяти, запись в память, тест процессора. Насколько это нужно? Скорее всего просто ради интереса, так как и так понятно, что этот атлон на дне турнирной таблицы. 1080p на YouTube, мой ролик про память DDR3 из Китая под AMD. Ролик идет 30 кадров в секунду, вполне смотрибельно. Нет покадровости. Добавлю, что на этом компе будет актуально смотреть 720p, так как монитор на 22 дюйма, который будет использоваться, имеет максимальное разрешение что-то типа 1600 на 900. Точно не помню, но точно не Full HD. То есть фактически проц будет даже меньше нагружаться. На 720p проц еще меньше нагружен, что логично, и все вообще идеально идет. Онлайн-спорт смотрю с помощью программ AceStream и Sopcast, поэтому также интересно, насколько они дают загрузку проца. Видео через Sopcast идет на максимально предлагаемом потоке 5 мегабит в секунду битрейта, и это дает такую нагрузку. Как видно, еще есть запас по нагрузке, и видео идет без затыков. Через AceStream максимальный битрейт 9 мегабит в секунду, что занимает чуть больше ресурс, но по-прежнему есть даже небольшой запас и видео идет плавно. Все это, конечно, если комп больше ничем не нагружен. Но вот заработал антивирус, который стал знакомиться с системой, и пока он знакомился, он нагрузил ее на 100% на длительное время, имитируя стресс-тест для процессора. Это привело к еще более существенному нагреву проца, и температура почти достигла до 65 градусов, а одно из ядер перевалило за 70 градусов. При этом радиатор также был достаточно горячий, что означает, что он все-таки нормально забирает тепло с проца, просто дальше не успевает его рассеивать. Я посмотрел современные радиаторы подобного плана, и очень похоже, что он рассчитан на рассеивание до 65 Вт максимум.
а процу нужно 89 Вт. И конечно, для такого проца данный кусок металла это не радиатор. Полазил на сайтах, почитал, пишут, что для такого проца критическая температура 63 градуса. Однако все 10 лет проц работал с этим радиатором, и пока все ок. Наверное, все ок и будет, хотя я, конечно же, сообщу владельцу компа о такой проблеме. Теперь же предлагаю ознакомиться с оценкой производительности. Сама винда оценивает начинку следующим образом. Проц 6,1 балла, АЗУ 6,1 балла, видеокарта 3 балла, главный накопитель 7,4 балла. Напомню, что максимальный балл в Win7 7,9. Естественно, слабое звено здесь это видеокарта, но согласитесь, что проц и память 6,1 балла это далеко неплохой вариант, а SSD с 7,4 даже очень хороший, особенно если учесть, что здесь максимальная пропускная способность ограничена стандартом SATA 2. Как часто использовался компьютер, можно наблюдать из статистики Винчестера, который здесь никогда не менялся. И сразу покупалось все вместе, при том, что при всех проблемах харда он все это время был системным. Включали комп в среднем один раз в день, а работал он в среднем меньше месяца чистого времени в году. Такая не самая затратная модернизация компа позволила получить гораздо более комфортные условия в использовании. С помощью SSD комп стал работать быстрее и отзывчивее, 8 ГБ АЗУ дали возможность безболезненно открывать больше окон в браузере и запускать больше программ. Также позволили создать RAM-диск для кэша и поделиться с интегрированной видеокартой памятью, а также ускорить работу памяти за счет двухканального использования. USB Wi-Fi адаптер дал возможность не тянуть провода, а понижение напряжения на корпусных вентиляторах существенно понизили шум системного блока. Считаю, что все получилось. Общая стоимость модернизации обошлась в 1650 гривен, это около 63 долларов, на которое это все и было куплено. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!